то, что вы сейчас увидите, это страшно. А вот идет вводной провод в гараж. Это удлинитель такой небольшой, идет. И начинается. Все висит на одном 16 ампернике. Да, вот. Вот такая вот красота. Вот здесь вот. Ну и все в таком духе. И поэтому, дабы не произошло ничего плохого, было решено сделать энные вложения. На данный момент их уже, сейчас скажу, щиток 4,5, гофра распаечные 3,5, но это уже 8. Это вместе с креплениями для гофры, вместе с саморезами. Так, провода и все розетки Вместе с выключателями это где-то плюс еще 5000. 5 с копейками. В итоге, да, кстати, эти у нас Schneider Electric. А это что у нас тоже? Что у нас Schneider Electric, кстати говоря, да. У нас полный комплект его, выключатели, двойных розеток, которые на стены пойдут. Это в рабочую зону пойдет. На 2 рабочих зоны вполне хватит по 4 розетки. По кабелю я взял 50 метров, получается, ВВГ 3 на 1,5 и 50 метров АВВГ 3 на 2,5. Вот. Сейчас покажу то, что у меня уже с гофрой сделано. Это я на прошлых выходных все прокладывал. Щит, то есть стоит вводной автомат, стоит 2 УЗО, 2 16 амперника, 2 10 амперника. То есть 10 ампер это идет свет, 16 амперники идут розетки. И на всякий случай еще стоит розетка одна. Сейчас протяну, там заземление сделаю. Так вот, здесь у нас идет в распаечной коробке ответвление на рабочую зону сверху. Да, идет свет на подсветку полочки. То есть весь свет у нас лежит в черной гофре. И пошло дальше. То есть на потолок 2 линии. Здесь будут стоять 6 светильников, да, по 3 в каждой нише. Плюс вот здесь будет еще у нас двойная розетка одна, потому что надо использовать лебедку, вдруг свет подключить. Там будет стоять розетка. Еще там, плюс вот здесь, вот в этих местах, вот этих, будет светильники вертикальные, на каждой стене по 2 штуки. И у нас еще на одну рабочую зону уходит. То есть пошла подсветка рабочей зоны. Здесь будут стоять розетки. И вот здесь будет еще один светильник небольшой. Но тут свет минимум будет использоваться. Потому что у нас есть поликарбонат на крыше, который дает очень хороший эффект. Так, ладно. К сожалению, самого главного в магазине не было, а это лески для протяжки проводов. Везде обыскал, нигде нету, так что придется сейчас, не знаю, методом съема гофры сначала протягивать, потом все это вставлять. Блин, конечно, такой геморрой. Без лески очень хреново. Ну ладно, мы приступаем. Сейчас, естественно, любое хорошее дело начинается с хорошего перекура. И сшибаемся в работу. Дел очень много, потому что провода это самое гиблое, что может быть. Потому что тут надо очень правильно самому ко всему этому подходить. Ладно, не знаю, сниму ли процесс или нет, потому что тут ничего особого нет. Протяжка, съемоизоляция, скрутка, все дела. Собакин что-то там воду пролил. Скорее всего, покажу финишный же результат, а там посмотрим. Так что оставайтесь с нами, ставим лайки, подписываемся, не забываем комментировать. Кому не нравится, ставим дизлайки и тоже пишем гневные комментарии. Альтеза. Так, ну что, друзья, электрику я уже все проложил, все подключил, весь свет уже работает от новой электрики. Все нормально, слава богу. Сейчас уже, наверное, где-то
полдесятого, начал я в 11, так что считайте сами, сколько у меня шло на протяжку 100 метров проводов и их подключения. Вот. Хорошо, хоть оставалась термоусадка, изолента уже под конец закончилась, не хватило полного рулона мне. Так, ну сейчас кратко пробегусь, покажу, что у меня получилось. Так, на фоне у нас играет маяк. И начнем, пожалуй, от щитка, да? Вот сам щит. В одной пока стоит старый, на следующих выходных куплю 20 метров снипа и подключусь уже от домашней линии. Так, вот что у нас есть. В одной автомат, да? Два УЗО. Розетка, как я уже говорил, два автомата на розетке. Этот на рабочие зоны на 2, этот на стены. Кстати, еще на потолок, потому что у нас на потолке есть одна розетка. И два автомата на свет. Этот свет рабочей зоны, это стены и основной потолок. Все, это открываем, готово. Так. Ну, в принципе, вот этот участок останется такой же, да? Мы подошли, включили свет в рабочей зоне. Вот, сейчас загорится верхняя лампочка. Дальше левая сторона. Блин, кстати, я не помню. Да, это левая сторона, свет включает стены, это правая сторона, это потолок. Все. И все у нас уже пошло. Эта лампа временно висит, будет светодиодная стоять. И в принципе под столом просто лампочка, тоже временная. Надо покупать. Все, свет. Ну, как я и говорил, двойные розетки, они влагозащищенные. Кстати, удобные, то, что мне нравится с крючком, да? И, не знаю, все или знают, но у крючек в обычно таких есть еще одно положение. Защелкивание. Вот. Блин, это уже не хочет держаться. Пружина мощная. Потому что я тут с ними экспериментировал. Не знаю, вот это будет держаться. Ну вот. То есть вот так вот, когда вы подключили что-то. Ну, думаю, они скоро выйдут из строя, такие защелки. Так, раз распаечная, два распаечная, 9 распаечных коробок у нас. Здесь также, не пойму, кстати, вторая лампочка пока что почему не горит. Ну вот, такая синяя полоска. Ну, мне как-то это сейчас особо вообще не заботит. Также здесь будет потом уже больше ламп стоять светодиодная. Поэтому гофра к ней такая короткая идет. И вот, соответственно, блок розеток и наш выключатель. Здесь тоже старый нашел лампу. Тут тоже всю длину, тут там 1,2 м будет стоять светодиодная. В этой зоне я не ставил, потому что тут надо разбираться с крышей, она течет, блин. Именно этот угол надо перекрывать ее. Ну и по этой стене также раз и два розетки. Также наши распаечные коробки. На потолке, как можно видеть, пока только гофра, там с запасом провод все выведен. Выгляжу как шахтер, кстати говоря. Вот, запас сделал. Тут будет 6 тоже светодиодных модулей стоять. То есть пока есть заинтересованность все освещение сделать на светодиодах. Это, во-первых, выгоднее по затрате электроэнергии. Во-вторых, они не мерцают так, как мерцают лампы дневного света. Вот эти люминесцентные обычные. Так, но сейчас еще сниму всю старую проводку и покажу, сколько же, извиняюсь за выражение, говна, которое я к этому руки приложил, и Лешка, был у нас на стенах, и насколько оно было опасное. Так, ну вот, в принципе, вся эта куча, то, что было на стенах, вот. Страшно на это все смотреть. Так, сейчас все это уберем в пакетик и утилизируем на помойку. Но, честно говоря, приятно уже даже на стены на все эти смотреть.
То, что нет всей этой порнографии, все правильно сделано, все как надо. Знаешь, что ничего уже не коротнет здесь. Все защищено даже от влаги. Все максимально вот к нормам приведено. Так что приятно все это. По деньгам, повторюсь, еще ушло 13 тысяч. Это 2 бухты по 50 метров, 3 на 2,5 квадрата, 3 на 1,5 квадрата, по 50 метров гофры 25, черная и серая, 150 единиц крепежа, плюс порядка 200 саморезов ушло, 3 на 32, щиток, 4 автомата, 2 по 16 ампер, 2 по 10, 2 УЗО, 1 в одной, 1 розетка и сами выключатели и основные розетки. Вот. Еще осталось единственное, где-то в 600 рублей станет это подвести кабель основной питающий в гараж уже нормальный. Пока не знаю, либо возьму 2 на 10, либо 2 на 16. В принципе, 2 на 16 это вообще уже с головой там. Ну, думаю, 2 на 10 вполне хватит мне его. Самонесущие, тем более они. Вот. Еще момент остается у нас по заземлению. С заземлением тоже есть вопрос в том, что я хочу его сделать то, как оно должно быть, а то, как оно должно быть, это надо покупать штыри стальные, покрытые медью. Они идут 1,5-метровые, вбиваются в землю и идут замеры по сопротивлению, да. То есть я прикидываю сюда где-то, ну, не знаю, я бы с запасом сделал сопротивление где-то в 5 Ом, да, может даже в 3 Ома. Но неизвестно, насколько придется это все вбивать в землю. Потому что нужен соответствующий аппарат, который измеряет сопротивление в заземлении. Нужны специалисты. А они стоят денег. Уже жалко на какой-то обычный гараж тратить деньги на спецов каких-то. Так что я не знаю, может быть, обычным дедовским методом обойдемся по поводу заземления. Вот. И остается у нас еще свет. По свету я прикидываю, сейчас скажу, сколько у меня станет. Это 2,5, даже где-то 2,600 плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Короче, по свету это еще где-то 1000 на 13. То есть все полностью встает в 26 тысяч весь свет. Так что если кому-то будет интересно, захочется сделать хорошую электрику с хорошим освещением, повторюсь, свет столько будет и много, потому что в этом гараже также будут еще и краситься автомобили. Да, тут будет своя хитрость, чтобы не было пыли, но будет все достойно и все хорошо. Так что так вот. И кто хочет вот сделать такой вот комплекс электрики, задумайтесь, сколько это уйдет денег, да? Кто-то может обойтись без гофры, кто-то как-то, да хрен его знает. Но я решил сделать так, это у меня уходит столько на все денег. Так что мне уже говорят, нахрена, зачем, но если я хочу работать в комфортных условиях, в хороших, не переживать за проводку и за что-то, за оборудование, то я сделаю все, чтобы это было. То, как тут получается с электрикой. Я и сделал все, у меня голова не болит, что где-то, что-то, как-то. Вот. Все, тут все четко. Так что, такие вот дела у нас. На следующие выходные посмотрю. Ну, там уже кинуть питающий кабель это недолго. Там, в принципе, час работы на все про все. Если еще электрики приедут. И что у нас?
Надо купить целлюлозы больших рулонов, штуки 3. И все-таки уже начинать разбирать 11. Кстати, небольшой анонс. Едет посылочка для нашего сварочного аппарата. Так что вскоре будет его модернизация.